Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Узнай будущее. Что будет меняться? Прогноз Таро на 10 дней, на декаду, на период с 21 по 30 ноября. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет, увы, о вашей личной жизни, истории каждого. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И все же какие-то подсказки вы получите. Итак, узнаем, что подскажут карты на будущее, каковы события ближайшего будущего, как это видят. Ну, к примеру, колода Ленорман, женщина. Для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, это важная женщина, карта переворачивается, которые, могут быть контакты. Это может быть любимая, безусловно. Это может быть ваша супруга, ваша мама, может быть и руководитель. Или просто какой-то, ну, даже офисный работник, но вы решаете вопрос и именно с конкретным персонажем у вас будет больше контактов. Мои дорогие девочки, карта нам говорит, вот в центре своих интересов. Ты должна быть сама. Давайте узнаем. Мы не будем задавать вопросы колоде Ленорман. Мы просто достанем с вами 4 карты и позволим картам провести нас по тем коллизиям, которые, или по той цепочке развития событий, какую они нам покажут на эти 10 дней. Что же это для вас, мои дорогие козероги? Что за период последней декады ноября? Планета Плутон окончательно вас оставила, надо сказать, и надолго поселяется в знаке зодиака Водолей. И это не те энергии, когда Плутон был в вашем знаке зодиака. Нет, у нас теперь больше индивидуальности. И поскольку планета Плутон, это всегда как реформатор, что-то будет меняться, но она медленная, поэтому какие-то перемены неизбежны. Это перемены в наших планах. Плутон ломает статусы, ломает то, что не может быть продолжено или по своему усмотрению. Он как будто так действует, да, если мы верим мифам. И мы не должны где-то сопротивляться. Почему? Потому что мы никогда не знаем, каковы планы высших сил на нас. И иногда мы можем думать, кстати, что нет, я хочу как-то по-другому. И вот, наверное, на последующие 20 лет тут как раз больше индивидуальности. Плутон будет больше помогать. И если какой-то из предложенных вариантов или какое-то событие, с которым мы сталкиваемся, но где-то поначалу нас так может обезоруживать, или мы к этому морально, может быть, эмоционально не готовы, то нужно как раз подумать, это зачем мне это было дано. Или какой плюс я вот в этом могу найти, увидеть. Первая карта Таро – неожиданность. Какая неожиданность может быть? В чем ваша сила? Что вам помогает, мои дорогие козероги? По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то попросту документы. Финансы, деньги и все, что с ними связано. Или личная жизнь. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, что же за события могут быть? Ну вот конкретно обучение, изучение, у кого-то может быть курсы, у кого-то просто нужно решить вопросы, вы ищете информацию, как это мне лучше обустроить, или как мне лучше со всеми договориться, или, может быть, как это будет соответствовать букве закона. Тут что-то нужно сделать правильно. По этой книге мы можем обращаться и в высокие инстанции, действительно, ну и планетарно в этот период перезаключать можем договоры, соглашения, контракты, брачные контракты, вносить, опять же, какие-то коррективы с некоторыми улучшениями для самих себя. Может быть, это просто какая-то важная бумага, которую вы должны составить и тоже изучить. А для кого-то из вас это ваш новый интерес. Может быть, это развитие вашего творчества. Или вы будете продумывать, я хочу новые концепции собственного счастья, мои действия. И тут вы тоже можете по пунктам что-то себе составлять, либо буквально конспектировать план минимум, план максимум. И, исходя из каждого пункта, что-то корректировать, изучать новое, или для себя уже какую-то новую концепцию. Качество жизни продумывать. Есть то, что вас интересует, самое главное. И то, что не связано с прошлым, мои дорогие. Но если с прошлым что-то и связано, то тогда изучаете, чтобы как раз завершить что-то. Давайте узнаем, что же еще.
Нет, все-таки идете вы вперед, мои дорогие козероги. Может быть, эта энергетика у вас будет прочувствована особенно остро, как цепи какие-то упали. Хотя еще надо сказать, все же переход Плутона в знак зодиака Водолея, это не есть одна какая-то дата. Это мы можем или могли уже недели за 3 чувствовать, или еще раньше вот эти энергии, когда, да, я как кожей чувствую, что что-то меняется. И мы будем вот этот момент перехода чувствовать еще и наиболее активно последующие недели 3 как минимум. Ну и потом я говорила, перемены, Платон, планета медленная, и поэтому не останется какая-то концепция вашей жизни неизменной. Пусть будет меняться одна сфера жизни, но за этим потянется все остальное. И аркан «Корабль» это подтверждает. Это исполнение желания, мои дорогие. Ну и сам по себе корабль – один из символов Меркурия, что опять же очень символично. С учетом планетарных транзитов, это перед вами открытие новых горизонтов. Для кого-то из вас это работа, связанная с перемещениями, для кого-то это сам по себе переезд, к примеру, учите язык, или вы надумаете переезжать, и вам будете просчитывать где-то или составлять этот самый план, что же мне нужно для этого переезда. Может быть, искать информацию, куда вы поедете, каким образом вы обоснуетесь, что изучить дополнительно мне нужно, или искать место работы. Здесь может как исполнится какое-то ваше намерение, желание, или вы можете как-то очень удачно вписаться в какую-то, ну, как новую траекторию движения ваших планов. Или это как путеводная звезда, пусть у нас корабль, но все же иногда проигрывается пространство. Пространство с учетом интернета. Тут какие-то могут быть важные общения, например, или важные события через информацию. И может это к чему вы были не готовы, и будет важно рассмотреть, потому что тут вас что-то может заинтересовать. Может быть, буквально с нуля. Вы даже можете удивиться в этот период. И тогда этому тоже нужно уделить внимание. Мысль, она материальна. И в данном случае в этот период все то, что приходит на ваш порог, или это может быть случайно услышанная, или сказанная кем-то фраза, которая вам дает подсказку, а куда же вам вот теперь либо двигаться дальше, либо обустроить какое-то свое дело, решить свой вопрос, или вас может стимулировать к какой-то активности, изучить тот или иной вопрос или заняться каким-то делом. Сама по себе может приходить как достаточно радостная новость, которая как предложение. Ну, наверное, до бесконечности можно перечислять все то, что по кораблю. У кого-то проиграется банально просто одна какая-то поездка или приезд человека к вам. Давайте посмотрим, что же у нас будет дальше. Выбор, все то, что я сейчас сказала, можно переложить на то, что действительно, как и новость, неспроста, как и ваши планы, ваши задумки, тоже все имеет смысл. И это где-то подводит вас к выбору. Отчасти это тот выбор, когда вы окончательно понимаете, я не могу идти сразу в двух направлениях. Мне с этой точки либо направо, либо налево. Может быть, это даже смена какой-то концепции по тому, где и каким образом вы будете работать. Смена графика работы. У кого-то это может быть так, вы ходили в офис, а теперь вы захотите работать на дому. Или наоборот, вы хотите работать теперь уже в большем коллективе, с большим количеством людей, и это много общения как бы вообще предполагается. Для кого-то будет проигрываться корабль, как много людей в вашем окружении, или, может быть, в этот 10-дневный период много разных контактов, и люди тоже разные. Но чем больше информации, мои дорогие козероги, тем больше возможностей, это точно. Или больше горизонтов для вот этого самого выбора. Хотим мы или нет, но выбор вот вам придется делать. Может быть, у кого-то и в личной жизни. И карта переворачивается как раз кольцо. Но есть и как и человек, на которого вы можете положиться. Ведь это карта прочной взаимосвязи, прочного союза. Но у кого-то это проиграется по части ваших дальнейших планов. Может быть, это и планы вашей семьи по поводу переезда вверху, аркан корабля. И вы будете как и продумывать, так и просчитывать, и искать дополнительную информацию. Для кого-то из вас это вы будете искать, предположим, партнеров по бизнесу или какие-то взаимодействия по
вашему личному делу, творчеству. Здесь тоже, опять же, посмотрите, у вас все три карты как и перспектив новых, как новых возможностей, так и где-то достаточно надежного тыла. Или даже если вы этот еще тыл или не прочувствовали, на кого я могу положиться. Такие люди у вас определенно есть. Может быть, нужно профильтровать где-то окружение, и пусть это будет один только человек, но оно того стоит. Или, может быть, как раз надежное какое-то партнерство может проиграться не просто, когда вы семья, а когда вы будете обдумывать семейный бизнес у кого-то и так. Очень позитивный период для вас, мои дорогие. И вы вот такие добрые энергии надо не упустить, хоть и сам период всего лишь 10 дней. Тут что-то очень важное может закладываться или какой-то важный выбор. Нельзя оставить на потом, вот есть такой момент. И по этой карте, это карта нашего якоря. Четверка пентаклей, когда мы что-то сохраняем, приумножаем. По этой карте нам буквально рождение малыша, вот именно в этой колоде. Это дела дома, дела вашей семьи, мы уже где-то об этом с вами говорили, или партнерских отношений. Здесь это словно вы можете прочувствовать себя как возрождение, потому что нам показан ребенок, и словно мать как ангел, едва заметные крылья, да, образ как бы ангела или того человека, который готов вам поставить в трудную минуту плечо, или на кого мы можем действительно понадеяться, или тот, кто с нами в одной проекции наших мыслей, или те, может быть, вопросы, которые касаются даже денег, значит, стабилизация либо вашего плана, проекта, или подписание, может быть, каких-то важных бумаг, и тогда это будет со знаком плюс. Но вообще, сам по себе в неожиданностях, ну, нет как таковых неожиданностей. Скорее всего, стабилизация, укрепление, прочное более положение. Или когда вы обустраиваете, опять же, свои тылы. Давайте посмотрим, в чем ваша сильная позиция. Самое время как раз этот выбор делать или брать для себя какие-то новые, как старты, или стартап у кого-то так. И вы будете что-то и просчитывать, и узнавать, и изучать, и с кем-то советоваться, может быть, и так. Это всегда карта нулевого аркана, это уже как закладка, как вот фундамент, нам говорят, и новые начинания. Есть какие-то новые интересы. И в этом, именно в новом во всем, ваша сила. Здесь как ведь высшие силы вам словно помогают, боги помогают, мои дорогие. У кого-то наперед. Вы знаете, все же у нас тут как летучий пусть голландец, как будто такой вот образ присутствует в карте. Но все же у нас есть еще и буквально каравелла, корабль. Поэтому по части перемещений, если есть уже какие-то задумки и просчеты, у вас, правда, что-то может осуществиться. Но рассчитываем мы, безусловно, сами на себя по нулевому аркану. И мы не должны оплошать. Поэтому любой свой план, мои дорогие козероги, продумывайте, что я буду делать, если вот именно один на один. Здесь мы ни на кого не надеемся. И подстраховываем, кстати, мы себя тоже сами. И в этом ваша сильная позиция. Но здесь можно сказать так, тут просто само по себе будущее. И как будто все, что вы могли, вы уже сделали в прошлом. Все. Вот есть в чем-то точка, потому что четверка пентаклей. Есть в чем-то и уверенность, мои дорогие. И теперь самое главное – выбор и вот этот старт в будущее. Может быть, у кого-то квантовый скачок. Дела, работа, бизнес. Король мечей. Может быть, важные согласования, поиск информации. У кого-то обращение, допустим, к юристам, адвокатам. Для кого-то перед отъездом, может быть, нужно будет пройти обследование. Ну, может быть, у кого-то и не связано с отъездом. Ну, карта короля мечей, она не говорит, что мы заболели. Но она предполагает людей в форме, в том числе врачей, как халаты или любая другая, любого цвета форма, именно врачебная, да, или медицинские работники. Это может проходить. Могут проходить и, опять же, чиновники высокого ранга. Это может быть и ваш статус, мои дорогие козероги, когда вы его меняете. Да, это карта рационального человека. Это карта хладнокровных каких-то решений, очень важных, согласований. И, значит, у вас все получится. Поэтому дважды нужно делать что-то первое в согласии с законом. Карта нас призывает к этому.
где-то и надеяться на самого себя, потому что карта статусная. Может быть, руководствоваться ценностями именно своими, то, что вот для вас в данный момент важно, отнюдь не ценой, а именно ценностями. Нам такой рыцарь показан, очень серьезный. Но и если мы где-то, словно слушая свою интуицию, а интуиция, что это у нас? Тандем, интеллект и прежний наш опыт. Но тот опыт, который безэмоциональный. Мы будем тут какие-то очень правильные решения принимать. Поэтому, поскольку вам выпала карта развилка, какой-то выбор вам действительно придется делать. Соединить словно и возвышенное, и земное. Или согласовать и ваши желания, и реальные возможности. Финансы. Вы знаете, с вами могут спорить по финансам, кстати. Вот это я должна сказать. Можете и вы сами тоже спорить, с кем-то не соглашаться. У нас паш мечей. И здесь больше агрессии, кстати, в этой карте. Мы можем что-то доказывать. Нам показан молодой человек, который буквально тут всех уже поразил. Причем нам животные показаны, невинные. Поэтому у нас впереди выпал король мечей. Значит, такие энергии, вы можете с ними столкнуться. Или с каким-то противодействием. Может быть, мои дорогие козероги, вы уже с ним столкнулись. Поэтому вы и изучаете, или узнаете, как оформить какое-то дело. Или ваш проект осуществить. Тогда будьте очень рациональны. Давайте мы несколько проясним. Может быть, это контакты с людьми, которые рождены под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолеи. Или люди, которые имеют там асцендент. Но, повторюсь, может быть и высокие чиновники, и очень важные согласования, от которых как раз ваша последующая траектория движения зависит. Давайте мы узнаем. Здесь самое главное какого-то конфликта избежать, правда, по вопросам финансов. Смотрите, пятерка жезлов есть всегда разочарование. Или есть какая-то информация, которая нас, ну, как будет не очень радовать, прямо скажем. Но тогда это мелкая все-таки карта, это словно недостаток отчасти правильной информации, об этом тоже может карта говорить. И поэтому не суди по той новости, которую ты услышишь вот буквально в первые минуты, а изучи как раз какой-то вопрос. Или не реагируй эмоционально на таких персонажей, которые тебя пытаются вызвать на конфликт. Посмотрите, девятка пентаклей, надейся сам на себя, но это карта денег. Это карта новых возможностей, это карта отчасти состоятельного человека, это когда у нас получается заработать деньги каким-то, может быть, и новым путем, или когда в этот период вы получите какую-то хорошую сумму, останетесь довольны. Сумма может задерживаться, или, к примеру, по налогам, вот, кстати, да, впереди у нас король мечей, это могут быть такие налоговые инспектора, и вы создаете какой-то отчет или уже готовите декларацию, и где-то жалко расставаться с деньгами, я вполне такое могу предположить, и вы будете думать, ну, вот как составить, тем не менее, этот документ правильно. И нам говорят, не переживай, Козерог, у тебя, кстати, и планетарно тоже 2025 год может быть очень знаковым для вас в плане заработков, причем знаете, есть такое значение, что неплохо бы для вашего знака зодиака, как изучить или дополнить какую-то финансовую грамотность. Потому что вот у нас как раз в ноябре с учетом перехода Плутона ожидаемо, что могут меняться как и фондовые рынки, как претерпевать изменения валютные рынки, система взаиморасчетов будет меняться. И для вас, именно для вас, мои дорогие козероги, будет очень важно вписаться вот в эти повороты очень как-то красиво, грамотно. И если вы чувствуете, что ну вот шляпа я вот в этих вопросах, да, электронные деньги мы их тоже никуда не денем, поэтому может быть правда дополнить знаний по части, каким образом вообще к вам могут приходить деньги. Или каким образом вообще можно зарабатывать посредством интернета, к примеру, тоже. И это для вас будет тогда карта говорить, что то, что тебя сейчас расстраивает, в последующем как раз тебя и подтолкнет к каким-то очень грамотным действиям. Может быть, выход такой своеобразный для вас из зоны комфорта, что очень символично планетарно в этот период, и он для вас совершенно необходим. Но, может быть, это сродни волшебному пенделю, и хоть он нас совершенно не радует,
Тем не менее, какая-то перезагрузка системы ценностей для вас открывает новые горизонты. Вот как раз девятка пентаклей. Что же еще? Здесь для себя что-то обустроить очень хорошо. И, знаете, это так выглядит Верховная Жрица. Это карта независимости. И кто-то, правда, будет работать сам на себя. Это можете вы только как намерение такое и просчет вот в эти 10 дней для себя запланировать. А потом обнаружить, елки-палки, ведь я прав или права? Почему же я раньше не видела эти перспективы? Дай-ка изучу. И это будет очень правильным решением. Потому что это приведет как и к независимости. Единственный момент. Все же по деньги есть, деньги будут. Но в какой-то новой стратегии тактики нам все же карты все предлагают финансовые вопросы ваши рассмотреть. Или откуда приходят деньги, повторяюсь. И никому об этом не говорить. Все же, когда выпадает карта Верховная Жрица, это та, которая все знает, но та, которая хранит молчание. Та, которая хранит тайну. Может быть, кстати, по части денег и вы какую-то тайну узнаете. И я этого тоже не могу исключить. Что же в личной жизни? Праздник, тройка кубков и карта праздника. Причем, если в других колодах это часто говорят, как любовный, может быть, союз, треугольник, то в этой колоде нам человек показан, в общем-то, один. И значит, если таковые были, имели место, правда, когда выбор стоял между партнерами, значит, скорее всего, в эти 10 дней вы окончательно его сделаете. Пусть это от вас зависит выбор, мои дорогие козероги. Это вы именно выбираете, с кем я останусь. Но я могу сказать и следующее, что если вы были словно на вторых ролях и ожидали, когда кто-то сделает выбор между вами и каким-то другим партнером, например, то тогда я могу сказать, вы тоже можете поставить точку, потому что вам надоест это самое ожидание. И вам словно гора с плеч, потому что праздник какой-то в личной жизни состоится. Или это может быть любая другая какая-то история или приятная новость. Поэтому приятные эмоции у вас определенно будут. Карту совет давайте откроем. Не нагоняйте на себя страхов. И если вы столкнулись с каким-то вопросом, который вы не можете решить, примите к сведению, может быть, есть то, в чем не нужно упорствовать. Все же мы себя больше сохраняем. Или если какой-то вопрос не получается так сходу тоже решить, тогда нужно его изучить, разложить по полочкам. Или уже каждую деталь попытаться по отдельности решить, а потом сложить что-то воедино. Тут самое главное, обратите внимание, нам показано, вот какая ситуация может создаться. Нам показана девушка, которая порезала палец. И вот она уже бледная, она уже обхватила другой рукой свою голову. А противоположная, где поранен как раз палец, она демонстрирует герою. Ну или своему спутнику. И тот просто смотрит, вот я могу предположить, может быть и не очень хорошо видно, тогда поверьте мне на слово, изображение его лица, что он просто изумлен. В чем вопрос, как будто он хочет спросить эту девушку, это вообще какой-то пустяк. А ей кажется, либо она сейчас упадет в обморок, ей либо будет как-то плохо, или ей страшно посмотреть на эту царапину. Поэтому у вас нет сейчас никаких сдерживающих моментов. И если и нужно сдерживать, то только лишь для того, чтобы что-то перепроверить и себе не навредить. Или понимать, что какой-то тему, вопрос, дело мне придется довести в одиночку до конца. Но сказать, что вам есть какие-то помехи, нет. Нам просто могут мешать собственные страхи. Может быть, это еще давление Плутона. И пока вы перестроитесь, должно пройти какое-то время. Но, значит, вот как карта совет. Ничего, не бойся. Сам себе не создавай какой-то мрачной картины, потому что все опасения беспочвенны. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.